Все ждем. Всем привет! В эфире Патракова Ольга, и сегодня наш эфир посвящен с вами негативным отзывам. Что делать? Куда бежать? Как стремиться? Боже мой! Плакать, рыдать, бросать нахрен кондитерское дело? Или, может быть, есть какой-то признак, как их не получать, или переживать их хорошо, с позитивом, в конструктивной манере. И об этом я сегодня вам расскажу. Конечно же, послушаю ваши истории, конечно же, подскажу в ваших конкретных ситуациях, что делать. Буквально 2 минуточки собираемся. Кто хочет посмотреть в эфире, также я сделаю запись, конечно же, да, оставлю здесь на сутки в Инстаграме и опубликую еще в Ютубе, потому что мне кажется, что эта тема такая животрепещущая и нужная, и пригодится нам на будущее. Привет, присоединяемся, всех жду. А пока расскажу, 2 минуты у нас будет звездный час Ольги Патраковой, и я вам расскажу, какая же я молодец. Вот, да, я делаю торт с 2010 года, я начинала дома, одна, там в тишине лепила торты, ничего не было, ни курсов, ничего, поэтому я, в принципе, училась всему сама. Вот, чем и горжусь, и не горжусь. Сейчас, конечно, намного легче, намного больше всяких возможностей. Да, за это время я построила 2 мастерские в Люберцах и в Москве, открыла также, соответственно, онлайн огромную школу, и у меня огромная школа работает здесь тоже в Москве, в студии в моей, вот это мы вместе сейчас снимаем, вот у нас филиал в Омске школы, то есть как много всего я пережила, в расцвет, прям был расцвет, у нас прям такой огромный расцвет, да, у меня работала, соответственно, только декораторов, 4 человека, 3 пекаря посменно, 4 курьера и всего прочего. О чем это я? К чему вот это к чему вот это я все рассказываю? Зачем вот это я все хвастаюсь вам? Соответственно, к тому, что много тортов сделано за мою жизнь. Я лично сама сделала несколько тысяч тортов, мне сложно даже сказать сколько, и отрицательные отзывы всегда бывают и всегда есть. И за это время я сформировала некий такой свой, так скажем, кодекс, наверное, да, как с ними поступать, что делать и как переживать это наиболее для себя, так скажем, экологичным образом, безболезненно не бывает, давайте так вам скажу, не бывает безболезненно, все равно болезненно всегда, вот, но наиболее безболезненным образом, вот, потому что это всегда больно, всегда горько, всегда думаешь, нахрен я эти торты делаю, всегда оно есть, вот, но есть несколько моментов, которые можно себя хотя бы чуть-чуть оградить. Итак, с удовольствием почитала ваши отзывы, ваши комментарии к моему шоколадному к шоколадному морю. Вот, да, очень рада. Да, посмеялась от души. Сразу видно, кто ищет плюсы, кто ищет минусы. И чаще всего это люди в жизни так тоже поступают. Или ищут всегда плюсы, или ищут всегда минусы. То есть если язва, то язва всегда. Если человек позитивчик, то позитивчик тоже всегда. Сразу видно, кто меня недолюбливает, да. Ничего страшного, ничего личного вообще, но уходите из эфира. Нет, не уходите, ничего страшного. Еще раз, я не обижаюсь. Вот, это абсолютно нормально. Вот, да. Но я выслушала много, посмотрела предположений по поводу того, что конкретно могло не понравиться все-таки в торте заказчику. Вот, да. По правде я немножко, конечно же, утрировала ситуацию, не было там вот такого прям ужаса, но у нас же Инстаграм, нам же надо как бы движуху создать. Да, и поэтому, кстати, я сама очень редко участвую в таких обсуждениях, когда надо кого-то пообсуждать. Я люблю, кстати, кого-нибудь, конечно же, как пообсуждать-то, господи, это ж любимая тема просто, да. Но я очень редко это делаю вот в таких аккаунтах, я обычно с глазу на глаз всегда делаю, потому что это же может быть вообще, как вы понимаете, придуманная история. То есть ты там позасирал торт, оторвался как следует, а человек тебе говорит, вообще-то это как бы торт призер чемпионата там такого-то, и типа я проверяла тут вас там на говнистость. И такой сидишь как дурак. Ну вот. Ну, соответственно, да, немножко, конечно, преувеличила ситуацию. Нет там ужаса, прям там что-то такого, ничего такого не было. Я выполнила полностью все по задаче, соответственно, заказчика. Он хотел шоколадный торт с шоколадным морем, письмо на торте, много фигурок, много внизу ракушек, скатерть, то есть там с картинкой и все такое прочее. Но, как вы знаете, и у вас наверняка точно такая же ситуация есть, что то, как мы это представляем, и то, как оно в жизни бывает, то есть мы даже кондитеры, иногда я представляю, такая думаю, сейчас натворила такая, думаю, боже мой, что ж я натворила-то?
и оно не всегда соответствует действительности. У нас, у кондитеров, мы с этим сталкиваемся каждый день. А что, вы представляете, да, что в голове у обычного человека, который в голове тоже представил себе, что такое шикарное, невероятное, и получает тут шоколадный шедевр. Мой шоколадный шедевр, да. Ну, то есть он явно отличается от того, что хотел клиент, ну, что у него было в голове, да. Я выясняю все-таки, что не устроило, конкретно что не устроило, да. Сделала для себя пометки конкретно для этого клиента, вот. И самое важное, что ему не понравилось. Самое важное, что ему не понравилось, самое важное, что ему не понравилось, что у нас получилась надпись на весь торт. Стих там же стих, там 2-4 стиша, 8 строчек на весь торт. Да, ну то есть это был основной камень, что такого хрена, такая огромная надпись. Зачем она вообще нужна? И правда. Вот, да, и могла ли я предположить, да, ну вот вы, соответственно, сколько там народу, у нас 140 комментариев, могла ли я предположить, что надпись не устроит? Ну там, как вы видите, много к чему можно попродираться. Могла ли я предположить, что надпись не устроит? Могли ли вы это предположить? Вообще когда-нибудь можете ли вы предположить, что вас что-то не устроит, не вас, что конкретно не устроит заказчика в торте? Давайте так расскажу. Нет. Это невозможно предсказать. Это невозможно предугадать. Это, в принципе, всегда, как бы, знаете, такое откровение. То есть вот я уж честно за надпись вообще никак не переживала. Меня напрягали шоколадные волны, которые смотрятся как куски говна. Меня напрягали, например, огромные ракухи. Они тоже, кстати, ей не понравились, но более-менее. Огромные ракухи. Но маленькие ракухи лепить, сейчас еще расскажу, в ту цену, в которую этот торт, как бы вообще, ну вообще никак. Вот. Соответственно, меня много что напрягало в этом торте. Но отнюдь не надпись. Могла я предположить? Да нет! Нет, ни в коем случае. И такая ситуация, она очень часто распространена, что ты думаешь, переживаешь на торте, что, наверное, вот это может не понравиться, ночь не спишь. Оно может все понравиться или не понравится еще что-нибудь другое. Так вот, предсказать невозможно. Предсказать невозможно вообще, но есть несколько, так скажем, примет, так скажем, свойств, как признаков того, что человек вообще будет придираться. Понимаете меня, да? То есть есть несколько признаков того, что человеку вообще может что-то, что человеку что-то не нравится. Вот, давайте так скажу. Есть несколько признаков этому. Вот, мне, кстати, тут мама приезжала на днях, она сказала, что очень плохо, что я матерюсь. Я при ней не материлась. Вот, да, она сказала, что это очень плохо, поэтому я теперь вслух это не буду говорить, чтобы маму не расстраивать. Да, я буду говорить шепотом, только ртом. Вот, ну, короче, понятно. Вот. Да, энергия плохая энергия идет. Наверное, хорошая, у нас хорошая идет, у нас идет хорошая и позитивная. Вот. Так, короче, есть несколько признаков того, что человеку может что-то не понравиться. Может нет, может сработать несколько признаков, но если у меня там 2-3 признака из всего списка, так скажем, появляются, я обычно, да, как бы вот стараюсь сгладить углы или начинаю как-то юлить или еще там что-то. Здесь были эти признаки, кстати, они были, да, но я их проигнорировала, да, потому что человек по знакомству пришел. Вот, и это тоже, кстати, очень плохо, потому что кому понравилось что-то, то другому может и не понравиться. Вот. Итак, признаки того, что человеку может что-то не понравиться. Итак, признаки вредных клиентов, давайте так это я назову. Вот. Итак, первое, человек заказывает самый дешевый торт. Скорее всего, у вас посчитаны торты, все же купили таблицу за 350 рублей, где это все считать можно, да? Вот, да, и помимо продуктов вы видели, что там есть еще графа с накладными расходами, и там есть еще графа с часами, количество часов, потраченных на торт. Чем больше ты часов потратил на торт, тем как бы дороже должен стоить у тебя торт. Чем меньше ты часов потратил на торт, тем как бы дешевле у тебя должен стоить торт. Вот, да? Соответственно, у меня есть тоже как бы категория тортов, есть дешевые торты, есть средней категории, есть дорогущие торты. Вот, да? И у нас, если человек заказывает самый дешевый торт по цене и по килограмму, у меня минимум 2 килограмма и минимум у меня 2500 за килограмм. Еще дешевле бывает, но это прям совсем редкость. Вот, да? Вот, это минимум, Вот. То это первый признак того, что это может быть, может не быть, а может быть
вредный клиент. Помним, что должно сойтись несколько признаков. Блин, надо сказать, записывать все. Блин, я сейчас все забуду. Короче, итак, второе. Да, у него большой список требований. Плюс к этому, да, как бы в любом случае, даже если он и тут заказывает, у него прям огромный список требований. Требований по декору, требований по начинке. Вот. И здесь, например, конкретно, вы знаете, какие у нас дорогие ингредиенты самые? Кто знает? Кто мне там, вон, 23 человека меня смотрят. Кто знает, какие у нас самые дорогие ингредиенты кондитерские? Ну, какие? Какие? Блин, надо бумажку взять, реально записывать признаки. Я вам потом это куда-нибудь выпишу. Сейчас я за бумажкой скажу, а вы пишите, какие дорогие ингредиенты у нас, какие самые дорогие у нас ингредиенты. Так, ручка, бумажка. Так. Ручка, бумажка. Не хотят у меня писать. Не хотят. Шоколад, верно. А еще? А еще какие дорогие ингредиенты у нас? Вот. Пишу минимальный вес, минимальная цена. Да? Второе, ингредиенты, дорогие. И третье, у нас будет, соответственно, много требований. Много требований. У нас самый дорогой ингредиент это шоколад, да, от 600, от 500 даже, наверное, до 1000. Вот. И его обычно много используют. Потом у нас, соответственно, следующий дорогой ингредиент это орехи, девочки. Вот, кто-то у меня пишет Нина Италия. Да, Нина Италия. Нас, походу, Италия смотрит. Вот. Короче, шоколад где-то там, ну, грубо говоря, от 600 до 1000, смотря в каком весе вы покупаете. А пока вы маленькие, вы, кстати, вряд ли покупаете там по 5 килограмм, и вряд ли у вас там шоколад по 500 рублей за килограмм получается. Вот. Дальше. Но в любом случае это дорого. Вот. Дальше у нас дорогой ингредиент орехи, та же ситуация, где-то от 500 до 1000 рублей. Вот. Следующий дорогой ингредиент у нас с вами это молочные продукты, я бы их все объединила. Потому что то масло у нас первое место занимает по дороговизне, то сыр какой-нибудь вылезет, то маскарпоне, блин, зараза, дорогущий. Вот. И вот это три основные категории. Вот. Кто пишет пектин, кстати, агар тоже очень дорогой, ванилин тоже очень дорогой, вот. Но мы его не используем в больших дозах. Вот, да? То есть это не образующий элемент, это не самое главное в торте. Вот. Яйца, мука, сахар, понятно, недорого, а шоколад, орехи и молочные продукты дорого, реально дорого. Вот, да. И когда мне человек начинает говорить, например, что мне надо, что у вас там самое дорогое шоколад, все шоколадное мне надо, все шоколадное, чтобы было все из шоколада, ракухи из шоколада, торт шоколадный, внутри все шоколадное. У вас же хороший шоколад? Я говорю, да, у меня хороший шоколад. Итальянский шоколад сейчас у меня не очень, кстати, хороший шоколад, у меня сейчас сикао. Но это тоже это шоколад, вообще-то, все на колебаут. Вот. То есть не побольше шоколада, побольше. А маскарпоне, и маскарпоне туда еще побольше. Пухните туда как следует, понимаете, да? Это второй признак, то есть прям дорогие ингредиенты, прям подороже что-нибудь, там, это такой самый дорогой. Вот. При этом у меня есть заказчики, которые могут себе позволить торт за 15 и за 20 тысяч небольшой. И там вот я такое очень редко встречаю, честно. Там обычно бывает, Олечка, яблочный, там, не знаю, там, что-нибудь там творожный какой-нибудь, там кремик с ягодками, ну, то есть вот так вот там обычно, то есть, ну, сделаешь что-нибудь вкусненько. Вот. Там нет такого, знаете, как бы жадности такой, вот. Дальше второй список требований, да, следующий пункт список требований, это когда реально много всего. Мне нужно обязательно, чтобы вся семья была на торте, фотография, я вам сейчас пришлю, а вот это входит в стоимость, а вот это мне надо там, вот у нас письмо, там стих, там и так далее, много всего. Ну вот. Следующее я бы написала завышенные ожидания. Сейчас на 4 себе запишу. Завышенные ожидания. Как это проявляется? Проявляется это, знаете, как бы я жду, наконец-то я увижу самый замечательный, самый вкуснейший торт на свете. Боже мой, когда же вы эту вкусноту мне сделаете? У вас же охеренные торты. Ну, как у меня нормальные торты. Ну, блин, вот никто, знаете, как бы говорить не начал, танцевать тоже от счастья. В обморок не упал. Вот, и положила руку на сердце, много кондитеров, которые делают лучше, чем я, торты. Ну, реально лучше, по декору лучше. Не знаю, там, по вкусу не знаю, мне кажется, у меня самые вкусные. Ну, понимаете, да, не самые лучшие на свете у меня торты, ну, честно, ну, что ж говорить-то. Я препод, да, я считаю препод, я охрененный. Самый, наверное, лучший в мире. Вот. А торты-то стандартные, хорошие, красивые, мне не стыдно.
Вот, да, то есть они стоят этой цены. Ну, вот, но реально тортик Аннушка, например, у них лучшие торты. Да, у них и цена 3500, кстати, за килограмм идет, начинается. Ну, вот, да, ну, то есть объективно. Вот, а человек-то, понимаете, он прям, я жду, наконец, когда это счастье спустится на меня с небес. А тут я понимаю, что как бы не счастье. Алло, никак тут, ну, может и спустится, конечно, но в обморок вы не свалитесь. Вот, да, и обычно, когда я это слышу при заказе, вы знаете, так люблю Прагу, мне сказали, что у вас какая-то охрененная Прага, просто невероятной вкусноты, вот, а я везде ем, и мне везде не нравится, а ваша мне сказали, вот прям самая лучшая. Я, кстати, вот в этих моментах я прям напрягаюсь, на меня лесть в этом смысле не действует, потому что как-то, ну, я объективно очень оцениваю себя, вкус, ну, как, блин, ну реально я от торта не падаю в обморок, какой бы он вкусный ни был. Бывает хороший, вкусный, еще что-то, ну чтобы прямо вот я прям сдохла от счастья, ну не бывает такого. Я понимаю, что человек ждет чего-то невероятного и, ну как бы, очень легко не угодить ему. Очень-очень-очень легко не угодить. И в этом случае, сейчас я расскажу, что делать, конечно, но смысл общий, что надо снизить ожидания немножко, да, снизить ожидания, потому что, ну, скорее всего, великое звание великого кондитера с короной, вот с такой с огромной, да, это не ко мне, вот, да, это не ко мне, вот, абсолютно точно. Вот. Дальше еще один есть признак, это излишний контроль. Вот. Это, соответственно, сейчас я запишу себе контроль. Забуду сейчас. Вот. Контроль – это когда человек тебе на пустом месте начинает говорить о том, что а вы уже начали? А как бисквит получается? Все хорошо. Вы можете мне фотографию скинуть? А фигурка? А фигурка хорошо все с фигуркой? Можете мне фотографию скинуть? Фигурки, фотографию. Вы уже начали делать? И тогда как излишний контроль. То есть ты понимаешь, что ты сейчас скинешь ему мишку, которого ты уже слепил. И что дальше? А что, переделывать ты будешь, если что-то не понравится? Или там еще что-то? Понимаете? То есть как бы тут такая вероятность очень большая, что может что-то не понравиться, человек думает, что он как бы вот ТК, он должен все принять. Ну вот, да, я стараюсь заказчиков с излишним контролем не брать вообще, в принципе. Вот, да. И вы знаете, наверное, по признакам-то это все. Да, еще раз пробежимся. Где мой Талмуд? Вот, да, по признакам. Итак, еще раз, самый маленький, самая маленькая цена, самый маленький вес, раз. Очень дорогие ингредиенты туда прям просят обязательно, не очень, а самые дорогие. Вот что есть самое дорогое, вот его шоколадный торт, ореховый торт, там еще какой-то, при этом самый маленький вес, большой список требований, что там было у нас с вами, завышенное ожидание, да, и большой контроль, большой контроль. Это, наверное, самые важные, самые большие признаки. Вот, да. Если какой-то из них один, ладно, два, уже должно вас напрягать. Плюс нашего бизнеса в том, что мы на любом абсолютно этапе можем отказаться от заказа. Если вы слышите это при том, когда заказ только идет к вам, вы можете отказаться сразу, когда вы слышите, что ой, ну не знаю, ну мне надо поменьше торт, самый маленький, что у вас там самая дорогая начинка какая, вот это вот, да, 15 фигурок и так далее, и так далее, и так далее, и так далее. Вот, да, и наше первое желание взять заказ, деньги заработать. Вот, ну большая вероятность, что будет так, как у меня вы с этим заказом, да, что ты делаешь заказ, тратишь время свое, еще что-то тратишь. Ну, у меня были подозрения, девочки, абсолютно точно. Были, ну что ж говорить-то. Вот, да. Я, кстати, торты вообще все в минус делаю, если что, у меня аренда не окупается. Вот, да, у меня были, тем более торт самый маленький. Ну, вот, ну, короче, были у меня эти подозрения. Вот, да, и... Соответственно, конечно же, ну вы мне все, не то, что все, да, мне вот то-то не понравилось, но вы же мне скидочку сделаете. Вот, да, ну там пишет, я говорю, конечно, сделаю. Конечно, я сделаю, господи, куда я денусь? Но мне же его не вообще в минус сделать, правильно? Вот, еще сначала будет отказник, вообще деньги не заплатит. Вот, хотя предоплата была. Вот, соответственно, я говорю, конечно же, и она успокаивается сразу, понимаете? И она сразу успокаивается, сразу все хорошо, спасибо большое, сразу она все исправила, что ей там не понравилась надпись, она убрала, положила другую. Вот, да, и, соответственно, все стало хорошо, все сразу стало хорошо, денежки пришли, все хорошо. Понимаете, ну то есть как бы у меня сразу вот дорого, просто тупо дорого. Вот, то есть за 3500 нормально, 1500 я скинула, а 500 рублей дорого. И в итоге что я получила? Я 2 дня работала, да, закупала продукты, пекла, я не особо трудилась, честно скажу, лепила фигурку, соответственно, делала море шоколадное, извела продуктов в море, там только килограмм шоколада, я не вру при этом.
Вот. Соответственно, да, лепила фигурку, там, старалась, эту надпись печатала, делала, думала, как лучше расположить. Я формочку специально купила для этих ракушечек. Вот, да. Соответственно, что надо отливать из шоколада, я, соответственно, сделала натуральный краситель голубой, там это называется ужасным словом клитория, фу, вообще капец. Ну, в общем, короче, да, там все выложила, песочек, чтобы такое было, вот она хотела вот так вот, чтобы было все вот так вот, она хотела вот так вот. Это, кстати, нормально было, что все вот так вот, песочек хорошо, все хорошо, вот, да. И, соответственно, да, потом я нервы еще свои потратила, ну, немного, сейчас расскажу, что еще делать, да, немного все-таки на вот это, как бы, ну, как на какое-то обсуждение вот негативного отзыва, да, и в итоге сколько я заработала? 0, 2-3 дня потратила, могла ничего не делать, и этот же 0 заработать, или заработать что-нибудь другое, сделать что-нибудь другое, понимаете? Вот, да, поэтому не наступайте на мои грабли в данном случае, если вы видите признаки сразу, отказывайтесь от заказа под любым предлогом. Внезапно заболела. Ой, вы знаете, что-то мне живот схватило. По необъяснимым причинам я вынуждена отказаться от вашего заказа. Вы меня простите, пожалуйста, если придете еще раз, вот вам скидка. Ну вот, не придут. Да? И там, как только вы чувствуете, что человек выносит вам мозг, излишний контроль, или как-то очень сильно давит, или еще что-то вас не устраивает, лучше откажитесь. Потому что любой по-настоящему негативный отзыв, большой негативный отзыв, то есть прям вот негативный отзыв, вот, да, когда у человека кипит, да, внутри, он по-любому его выскажет вам, по-любому выскажет во все соцсети. Вы знаете, когда внутри кипит, оно выливается же везде абсолютно, ну, то есть вообще везде. Вот, да, и остановить это невозможно. За мою память, ну, вообще считается норма, смотрите, 1 негативный отзыв на 100 заказов, 1%. Это считается норма, во всех бизнесах это норма. Один негативный отзыв на 100 заказов. Прикол в том, что позитивных отзывов на 100 заказов у тебя может вообще не быть. Потому что люди, когда все хорошо, они не оставляют отзывы. И ты сделал 100 заказов, хорошего тебе ничего не сказали, а говняшечку принесли. И ты такой смотришь, думаешь, нахрена я живу. Вот. И у меня тоже все заказы, которые я делала, вот позитивное где-то там вот растворяется, а негативное вы не поверите. У меня за мою жизнь, наверное, штук 10, там плюс-минус, прям вот негатива. Где-то я прям виновата, где-то не совсем я виновата. Есть реально какие-то вещи, которые, ну, как бы по молодости, что там делаешь-то. Вот, реально, где я прям вот что-то там неправильно сделала. Вот, они такие тоже есть. Но они зато, господи, ну погуглите как-нибудь. Вот, но они там, они прям вот такие вот, там прям человек хлещет, плещет. То есть позитивных таких вот хрен, кто столько сил найдет и напишет прям, чтобы там, Оля, ты жизнь мою спасла. Там нет, а вот посломала, да, праздник испорчен, да. Вот, понимаете, да, то есть это к тому, что отзывы есть, будут, и сейчас я расскажу, как, ну, то есть в идеале мы должны принять, называется, превентивные меры, то есть, как сказать, предварительно отсеять вообще возможность их получения. Ну что же делать, если все-таки вы получили, все было хорошо, ничего не предвещало беды, штурма не должно быть, штормовое предупреждение не объявлено, и тут хлобысь, это как какаха на голову валится, что-то не нравится. Что не нравится, да, и как с этим делать, да. Вот. Итак, первое, ни в коем случае не спорим с клиентом. Клиент всегда прав. Вот. Ты ничего не докажешь, честно, абсолютно ничего не докажешь. Вот. И это неправильно, и это, как сказать-то, ну, короче, это отталкивает обычно людей, да. Вот, да. Не спорьте с клиентом, даже если он не прав, если даже вы там что-то договаривались, если там еще что-то, не спорьте с клиентом, потому что ему что-то уже не нравится. Да. Дальше. Соответственно, я в таких случаях обычно присоединяюсь к нему и говорю, не может быть, я так старалась, лепила, шоколад лила, волны эти какашные делала, все там в этом шоколаде, что было, делала, формочек этих наделала, песка насыпала, текст это написала, как же так, как же я переживаю. Что человеку важно, чтобы вы переживали, честно. Даже если вы не переживаете, пишите, что переживаете, причем сильно переживаете, спать не можете, все, сейчас волокордин принимаете, что же делать. Это реально, это человека, не скажу, что подкупает, но ты как бы вот на его стороне вдруг оказываешься, что тебе не все равно. Ты не просто какая-то там, не знаю, как сказать, рвач, деньги заработала и ушла. Нет, ты прям вот переживаешь, ты прям вот как бы, не знаю, со всей силы. Дальше вы реально смотрите степень своей ошибки.
Понимаете, да? То есть насколько вы реально сделали что-то не так. На моей памяти есть, я имя перепутала. Честно, вот честно говорю, я перепутала имя. Был тортик на крещение. Я смотрела, у меня бумажка же мне с заказом, я смотрела на бумажку, смотрю, написано, соответственно, там, ну что там, с крещением Владимир, и пишу, я помню это, пишу с крещением Александр. Почему я написала Александр? Да хрен его знает, не знаю, я смотрела на эту бумажку. И она мне пишет такая, типа, вы имя не то написали, я говорю, не может быть. Я вот четко по бумажке написала, она присылает мне фотку, я моим почерком написано другое имя. Бывает, то есть смотрим по степени ошибки. Или, например, на моей памяти тоже, ну то есть вы понимаете, сколько я тортов сделала, миллионы. Вот, да, например, торт не доехал до заказчика, вообще не доехал. Вот, да, с тех пор они всегда доезжают, но вот тогда не доехал. Вот, что я делаю, да, то есть какая моя степень ошибки, ну как бы алло, торта вообще нет, да, по степени ошибки смотрите, да, насколько вы вообще в целом, да, допустили какую-то там неправильность и пытайтесь исправить ситуацию. Первое, что я всегда рекомендую, скидка. Скидка даже на 5-10% бывает удовлетворяет заказчика. Может быть 15, может быть 20, может быть 30, может быть 50, может быть и 100% деньги, да, например, вообще не платите. Такое тоже возможно, как было в том случае, когда торт вообще не доехал. Вот он ехал потом на день рождения мужика какого-то, да, я думаю, что он бы без торта, конечно, обошелся, но неважно. Вот, это меня касается. Вот. И, соответственно, в этот момент помните всегда, что это всего лишь торт. Никакого глобального, не знаю, там, катаклизма не произошло. Вы не хирургом работаете, вы не ту ногу отрезали, или там вместо глаза зуб вырвали. Ну, то есть, понимаете, да, ничего глобального не произошло. Это всего лишь торт, всего лишь деньги, и это достаточно просто все решается. То есть, как бы внутри себе спокойнее, немножко, прям реально спокойнее. Ну, как спокойнее? Блин, это все, я все равно всегда неспокойная. Но я даю совет спокойнее быть, спокойнее. Вот. Понятно? То есть смотрите на степень своего как бы реального своего как бы какого-то там косяка, да, и в зависимости от него делайте скидку. Прям пишите, я могу сделать вам скидку такую-то, надеюсь, это вас хотя бы как-то утешит. Вот, там дын, в следующий раз, если все-таки решите ко мне обратиться, я вам сделаю там что-нибудь подарок, хотя бы еще что-нибудь. Вот, да. Обычно после этого люди не обращаются, ну мало ли, вдруг что-то там придет. Вот, да, получил комментарий на вкус и цвет. Ну, как бы, если человек к тебе обратился, то что-то есть. Также встречаются люди, которые вообще в принципе придираются ко всему, дабы получить скидку. Я, кстати, думаю, что этот заказчик, который был у меня из этого числа, потому что уж слишком быстро она как-то успокоилась на скидосе. Ну, прям как-то слишком быстро, и сразу и спасибо, и улыбочки. Ну, как-то слишком быстро. Поэтому я думаю, что там, в принципе, человек рассчитывал на скидку. И на моей памяти тоже было несколько человек, кто на это рассчитывал. Вот. Но я возвращаю деньги полностью только в том случае, если мне привезут полностью целый торт. Вот. И у меня были тоже такие ситуации, когда человек придирался к торту, что сделано не то, что ему нужно, на что я спокойно очень говорю, что вы не должны платить за то, что вам не нравится. Я сейчас приеду, заберу торт и верну вам деньги. И там в трубке мне говорят, как так заберете торт? И дальше пип, все, абонент не абонент. Понятно, да, что хотели? Это просто спровоцировать вас, да, ну, чтобы вы там без испуга отдали деньги и так далее. И еще одна ситуация, которая тоже часто, ну как часто, никогда в жизни у вас не будет, у вас никогда в жизни ее не будет, но вы должны знать, что делать. Когда вам человек говорит, и это тоже шантаж, о том, что мы отравились тут все вашим тортом, возвращайте нам бабло, мы сейчас вообще в милицию идем. Вот примерно так. Что обычно человек делает? Ну как, идет в туалет сразу же, да, ему сразу плохо, вызывает скорую. Вот. В этом случае такая же абсолютно ситуация, вы сразу же присоединяетесь к клиенту, ну то есть как бы встаете на его сторону, да ладно, да вы что, не может быть, первый раз, я сейчас к вам выезжаю, собираю остатки торта сама. Собираю остатки торта, еду с вами в скорую, вы же вызвали скорую, еду с вами в скорую, сдаем все на анализы, узнаем, что, куда, это вообще ужас. Вот. На моей памяти один раз была такая ситуация, человек после чего повесил трубку, вообще не стал ни на что реагировать. То есть это тоже шантаж, потому что, ну, как бы, ну не мрут у меня от тортом, господи, боже ж мой, я реально знаю, как я готовлю, у меня все, правда, все хорошо. Вот, да, поэтому спокойно едете, ну, там, если мало ли, там, например, когда приезжаете.
Вот, да, спокойно едете, реально собираете остатки торта, реально сдаете его, да, соответственно, на анализ, узнаете, что у вас все хорошо. Вот, да, если у вас что-то нехорошо, вы хотя бы знать будете, что вы говно какое-то делаете, и люди травятся. Вот, да, ну, не знаю, там, покупаете где-нибудь молоко не то, или там еще что-то, вы должны об этом знать, в конце концов. Вот, да, понимаете, да? Вот, да, но, еще раз, таких ситуаций не было на моей жизни, ну, в моей жизни, как бы, вот таких реальных, чтобы прям вот по правде человек отравился тортом, и только тортом, не было ни разу в жизни вообще. Поэтому чем он там может отравиться? Мукой, сахаром или там еще чем-то? Вот, да, кто присоединяется, привет, у нас уже тут половина эфира практически закончилась. Вот. И следующий момент, как это вообще переживать? Как это вообще переживать, особенно если, предположим, ничего не происходит, все было хорошо, человек ничего не требует, просто написал тебе говняную такую большую портнянку, что ты как бы урод. И торты твои говно, и все было плохо, и так далее, и так далее. Во-первых, надо перебеситься. Это еще раз, я себя всегда успокаиваю вот хирургами. У меня почему-то такая ассоциация, и я где-то читала тоже истории, там всякие сиськи не туда пришивают, короче, ну там какие-то ужасы просто. Я про себя думаю, господи, а тут тортик. Тортик всего лишь, это не 100 тысяч, не 500, это какие-то там, ну сколько, ну у меня там это 5-10 тысяч, у вас, скорее всего, там около 5, хорошо, если, вот, да, и не более того. Ну то есть это не какое-то такое глобальное событие, которое вообще неисправимо. Я вас умоляю, есть торт, нет торта, никто не помрет, по правде. Вот, я себя успокаиваю, но надо перебеситься. В этот момент я прям рекомендую кому-нибудь пожаловаться. Прям пожаловаться, кому-нибудь написать, подруге, желательно подруге, еще кому-нибудь, прям в сердцах, там пожаловаться, пережить эту эмоцию, потому что, ну, как бы мы девочки, нам надо это как бы выговариваться, да, нам надо это переживать, эмоции всегда есть, и они всегда есть, и в сердцах, единственное же, ничего не предпринимайте, я вас умоляю, никому не пишите ничего. После чего, да, следующее, успокаиваемся, да, и ищем зерно. Ищем, что все-таки реально по факту не понравилось, что по факту, то есть фактически, что не понравилось. Понимаете, что конкретно не понравилось. Вот, да, и, да, делаем себе выводы. Ну, например, в моей жизни, ну, то есть я помните, у меня же там 10 отрицательных отзывов есть, у меня где-то 1 на 1000 примерно отрицательный отзыв. Если у вас еще нет 1000 тортов, то, скорее всего, у вас еще и нет отрицательных отзывов. Вот, да. Например, женщина написала, что я испортила ей праздник, это было ужасно, все катастрофа, она не смогла разрезать торт. Там был тортик беленький, полит шоколадиком, и там клубнички плавали. Вот. Ну, как плавали, лежали в шоколаде такие клубнички. Вот. Да, она не смогла его разрезать. Вот. Ну и там, соответственно, из этого там большая история, какие ему ужасные, все ужасно, то есть все вообще и на вкус говно. И, кстати, хочу заметить, что если человеку не нравится внешний вид, чаще всего ему начинает сразу не нравиться и внутри все говно тоже до кучи уже просто. Вот просто и человек ты говно, и там и так далее. И волосы у тебя нарощенные, там, и блондинка ты крашеная. Вот, и так далее, и так далее. Что-то там когда без обсуждения идет, я сейчас договорю текст, почитаю, что вы там пишете. Вот. То есть чаще всего еще и начинка не нравится, но ищите зерно, то есть от чего пошло. То сначала-то что произошло, не смогла разрезать торт. Вот, да, и я читаю вот эти все эмоции, то есть надо их выпустить из себя. Вот, и, соответственно, дальше, да, еще что, не смогла разрезать, а я реально раньше поливала торты с шоколадом. Не ганашем, не шоколадом я их поливала, вот, шоколадом. Вот, поэтому вероятность того, что она могла не разрезать, ну или сложности какие-то испытать, есть. Какие я сделала выводы? Что я не поливаю больше шоколадом, я поливаю ганашем, который режется при любой температуре, даже из холодильника. Ну, из морозилки не знаю, кстати, вряд ли, но быстро достаточно отходит. Вот, то есть делаю выводы. Также, если вы знаете за собой, что вы сильно переживаете, бывают личности впечатлительные, которые сильно много эмоций вкладывают, не читайте такие отзывы сами. Как только вы видите, что что-то нехорошее вам написали, откладывайте, защитите себя, защитите свою психику, защитите свою, не знаю, там, творческую жилку, да, свое какое-то внутреннее, там, не знаю, свое внутреннее я. Попросите кого-нибудь прочитать и рассказать вам суть. Понимаете? Попросите кого-нибудь. Потому что этому кому-то ему будет все равно. Ну, там муж, сват, там, брат, сестра, дочь, сын, там, отец, подруга. Вот, да? То есть ему же все равно как бы на ваши торты. Это же не он делал. Поэтому он спокойно прочитает и расскажет: слушай, ну она тут орет, ей не понравилось то-то. И она же спокойно языком тебе расскажет хотя бы в чем там речь. Вот, поэтому если вы знаете, что вы сильно переживаете, не читайте сами отзывы.
Вот, да, и после этого удаляйте их сразу, все, не читать, защищайте свою психику. Никто о вас по правде не думает в этот момент. Никто не думает, что ты ночами не спишь и этого кривого зайку лепишь, я не знаю, 4 дня. Никто не знает тех мучений, через которые мы проходим, чтобы сделать красивый торт. Девочки, у нас реально сложная профессия. Сложная, но эмоционально сложная. Мы вкладываем свою душу, не знаю, свое какое-то искусство, свою там, не знаю, любовь, да, делаем руками, лепим этих красивых там, ну или не очень красивых фигурочки. Зайчиков, птичек, девочек, там пупсичков, да, цветочки везде раскладываем, стараемся изо всех сил, ну не всегда наша деточка похожа прям вот на что-то идеальное, но сил мы тратим много, это не все это понимают. И поверьте, заказчик в сердцах, он не будет, как бы, не знаю, ваши эмоции щадить или как-то там подбирать слова, чтобы ваше внутреннее я там как-то там, не затронуть. Он напишет все, вот все, как у него накипело. Потому если вы знаете, что у вас тонкая душевная натура, бывают такие девочки, часто такие бывают. Вот, да, вы прям серьезно, реально переживаете, плачете под все кино, даже смешное. Вот, не читайте сами отзывы. Просто возьмите себе это за правило. Не читайте. Видите, что отзыв, все, попросите кого-нибудь. Честно, это вам сэкономит кучу сил, кучу эмоций, кучу вот этих бросаний, метаний, еще чего-то. И главное, самое главное, нервов, которые, вы знаете, не восстанавливаются. Надо себя любить, не знаю, ценить там и так далее. Вот. Так, сейчас я почитаю, что вы там мне пишете, что там какое-то обсуждение, а я не участвую, как же так? Так, были клиенты, всем нужно ведро за 10 рублей, тоже трехъярусный на 1,5 килограмма. У меня тоже недавно попросили двухъярусный на 3 килограмма, но это я могу сделать, но цена не устроила. Вот, золотишком нужно было. Моей родственнице не понравился торт, все, праздник испорчен. Юлечка пишет. Ну, в общем, как бы, бывают люди, которые вот, если ты знаешь, например, да, в данном случае, ты же не будешь для нее делать торт теперь. Ты знаешь, что она болезненно относится к тортам. Для нее это вот прям самое главное, и все, то есть жизнь закончена, зачем я живу, торт не удался. Вот, она к заказным, правильно я понимаю, что когда она себе заказывает, если ей привозят не то, она расстраивается, да, то не делай ей торты вообще никогда, да. Ну, там я вижу, что ты пишешь, что ты не делаешь, не делай. Вот, потому что не все адекватно относятся, честно, вот не все адекватно относятся, бывает, особенно, но это бывает обычно беременность, когда когда там гормональные перестройки бывают на все, знаете, как бы очень болезненная реакция. Бывает, соответственно, ПМС, вы все знаете, что это тоже болезненная реакция на все. Вот, да, и то есть у нас девочек бывает шкалит. Вот, и поэтому еще раз, если там что-то не так, себя защитите, самое главное, что вы у себя одна, любимая, единственная, сделайте выводы и так далее. Если у вас один заказ негативный на 100, это норма, это прям нормально. Если 3-5 на 100, надо задуматься, что там все-таки пишут, может быть, сменить, обычно недостатки в дизайне, сменить дизайн. То есть что-то же получается лучше, что-то получается хуже. Надо какие-то выводы скорректировать. 5 многовато. Вот. 1 норма, 2 я бы сказала тоже, 3-5 многовато. Вот. Надо сделать, то есть переориентироваться. Это не значит, что вам торты не надо делать. Может, вам не надо лепить. Может быть, вам не надо делать круглые торты, может, вам надо свободной формы, горы какие-нибудь делать, или муссовые заливать. Вот, то есть под все можно подстроиться, да, то есть единственное, что в этом как надо объективность свою сохранять, вот, потому что не все делают торты прям вот потому, что душа просит, многие делают торты, потому что деньги нужны, вот, да, и как бы в этом случае, кстати, люди спокойнее относятся. Вот, да, так, что там, мне нужно родственнице печь торты, не пеку, цены завышаю, сама отказывается, молодец, все правильно делаешь, да. Все правильно делаешь. Ну и, кстати, по поводу цен, добрые там, сама себе пусть печет, пусть сама себе печет. И по поводу цен, кстати, тоже давайте скажу, что есть у нас с вами категория Кераун, Тра, Тутор, не знаю, что написано. Вот. Соответственно, есть у нас с вами как бы несколько правил, да, по поводу тоже ценообразования. Вот. У нас есть категория людей, которым мы делаем бесплатно. Это чаще всего люди, с которыми мы делим один холодильник. Вот с кем у нас холодильник, один кошелек, с тем мы делаем бесплатно. У нас есть люди, которым мы делаем по себестоимости, да, это родственники, близкие, друзья какие-то, вот прям совсем близкие, да. У нас есть люди, которым мы делаем со скидкой, 3-й круг, да, это друзья друзей, там, не знаю, однокрупники, одноклассники, там, кто работает вместе с мужем, да, мы делаем им скидку от цены. Есть люди, кому мы не делаем скидку. Вот. В данном случае она у тебя в категории за кругами, понимаешь, она у тебя за кругами стоит. За кругами называется, такая черная дверь, знаете, там анекдот есть про Вовочку, когда идешь там первый этаж
хорошие дети, второй похуже, там какие-то этажи, последний этаж Вовочка. Вот. Здесь то же самое, у тебя круги, вот там бесплатно по себестоимости со скидкой нормальная цена, и дальше вот она у тебя идет, наценочка. Есть люди с наценкой, вот, она с наценкой у тебя. Вот. Ну, это тоже нормально, это твой выбор, но ты знаешь психику ее, да, поэтому, конечно же, оберегай себя, мы все все-таки для себя это делаем в первую очередь, что нам нравится это делать, мы самовыражаемся, да, мы там, не знаю, проявляем свои художественные, вкусовые, там еще какие-то способности, вот, да, мы себе там это делаем в первую очередь. Вот. Так, если есть вопросы, давайте я отвечу на вопросы. Надеюсь, я как бы раскрыла тему полностью, я постаралась, по крайней мере, вот, да, и надеюсь, вы для себя поняли, что делать. Первое, ну, как бы превентивные меры, да, обезопаситься по возможности. Да. Второе, соответственно, сделать скидку, если реально человек там как бы не очень хорошо. И третье, конечно же, ко всем отзывам реальным относиться, ну, как бы, ну, спокойно нет, да, перевеситься, а потом пытаться вычленить звено, пытаться убрать эмоции, защищая себя, любя себя, потому что нам, девочкам, надо быть хорошими. Все, дорогие мои, буду прощаться, люблю, целую. Вот, да, всего вам самого наилучшего, чтобы все было в жизни просто зашибись. Соответственно, ну, всем быть в плюсе. Еще какая-то неделя такая неделя про бабло, поэтому, да, кто не купил программу за 350 рублей, купите программу, в ней реально очень удобно считать. Вот, реально там она любые цифры поддерживает, мне тогда из Беларуси покупал. Кто-то из Европы покупал, вот, там любые цифры поддерживают, это таблица в Excel, там просто вбиты формулы все уже, и это не надо тебе самому заполнять, там все в принципе есть. Вот. Дальше пишет Байкова, что мне иногда кажется, что если нет отзывов, значит не понравился, наоборот, это хорошо. То есть нет отзыва, это хорошо, это значит все понравилось, все хорошо, потому что, поверь, когда человеку не нравится, он звонит, когда мне звонит клиент, сразу после торта я обычно напрягаюсь, вот, да, потому что очень редко. Мы вообще очень редко оставляем положительные отзывы. Представьте, зашла там в столовую, ну, не знаю, в кафе, я столовую, не начала я про столовую сегодня. Вот, зашла в кафе, там, тебе дали нормальный суп. Ты его съела такая и говоришь, шеф-повара мне, вы знаете, у вас офигенный суп сегодня, прям нормальный суп, все хорошо с супом у вас. Делаешь так? Нет. А вот если у тебя там муха плавает, по-любому скажешь там все, что думаешь. Поэтому если нет отзывов, это нормально, это значит, у тебя хорошие торты. Понимаете меня, да? Ну, по 10-бальной шкале на 8, значит. Да, на 8. 8 это хорошо, 7-8 это хорошо, 9-10 охрененно. Вот когда 9-10 охрененно, бывает отзыв. Но 9-10, еще раз, это личностная позиция. Это не то, как ты делаешь торт, а какое впечатление на человека это производит. Понимаешь, это вот как раз не от тебя зависит, а от него уже, как он это воспринял. Бывает 9-10 очень редко. Вот. Все, да, кисоньки мои, солнышки мои, вот, спасибо за добрые слова. Я, кстати, в жизни не особо позитивная, так, если что, да, у меня тут люди, кто пытается со мной поработать после, я на курсах просто всегда такая вот, как бы такая веселая, а кто со мной пытается поработать, например, мне бывает после курсов, девочки, дай с тобой поработаю, я работаю такая вот, я работаю. Пишу текст, не трогайте меня. Ну, то есть к тому, что я не всегда такая, нет. Но мне приятно, да. Вот, все, ладно. Так, эфир в записи оставлю, можете пересмотреть. Сделаю, соответственно, этот самый. Почему без шапочек и перчаток? Почему? Почему без шапочек? Потому что мы для дома готовим, солнышко мое. Да, шапочки и перчатки, к сожалению, не защищают, да, ни от чего. Вот. Почему без шапочек и перчаток? Что такое? Что такое ты эфир ведешь тут без шапочек, без перчаток ведешь эфир? Детка. Все, ну ладно, киски мои. Люблю, целую, да, и выложу в YouTube. Выложу в YouTube, да, кто знает меня в YouTube, тот, пожалуйста, меня смотрит. Все, давайте, люблю, целую, покасики. Покасики. А волосы. Господи, какая солнышко мое, что волосы? Ну я же волосами трясу, что ли, или что? Солнышки, у меня же не производство, у меня же дом. Если вы дома готовите, соответственно, для себя в шапочке, в перчатках, то готовьте также в любом другом случае. В данном случае я эфир веду, киски мои, в эфир. Если я веду уроки, то уроки. Если я готовлю, соответственно, заказ, то я проверяю все вообще, все, что можно.
Вот, да. И на всякий случай, да, для всех, кто мало ли озабочен этой темой, да, у нас волосы не с головы падают. Если что, волосы у нас из воздуха попадают, ну, куда-то, например, в замес. Да, и чем больше у нас замес, да, чем больше производства, тем, конечно, больше, чем больше помещения, больше человек работает, тем больше вероятность того, что, да, что-то попадет ненужное у вас там в тесто или в крем или еще куда-то. Когда вы делаете один тортик, да, то вы в состоянии проконтролировать, я в состоянии проконтролировать, соответственно, все, как бы на вам гриппе. Ох, люблю вас, да. То, соответственно, в состоянии проконтролировать все, что происходит, я увижу, если у меня даже что-то попадет, и переделаю. Вот, да, ну, если отвечать на вопрос, на мой взгляд, очень некорректный, конечно. Да, то есть мы не путаем с вами производство, да, и не путаем с вами школу, домашнее производство. Да, поэтому тут я, кстати, очень люблю. Спасибо, Юля, спасибо большое. Да, тут я очень люблю рассказывать историю, не буду говорить фамилию и имя, блин, реально, но сейчас в YouTube выложу. Вот, у меня подружка есть, да, тортики делает, она дочь медика. Вот, она, соответственно, делает торты в скафандре, я бы сказала. Ой, слушай, я сейчас отрубаться уже буду, 6 часов. Она делает торты в скафандре, короче, всех температурами. Температуру мерить. Вот, она делает, кстати, я меряю температуру на уроках у всех, да, у меня же стрелялка есть. Вот, она делает торты в скафандре, давайте я расскажу, блин, реально, там 2 минуты. Вот, в скафандре она, то есть делает, она вот, перчатки, маска, шапочка, все. И вот она мне звонит и говорит, что Оля, у меня все, у меня в бисквите волос. Я говорю, да как же, так невозможно, ты что, ты же в скафандре делаешь. Она, не знаю, откуда взялся. Короче, это не спасает, вот я к чему вам. Или вы смотрите и следите за всем, тогда у вас все идеально чисто. Или вы, соответственно, работаете в грязном помещении, не убрано, где там еще что-то, вот, да, не смотрите, что вы делаете, но это еще раз, это дело каждого. Вот, да. И чаще всего такие вопросы, конечно, задают люди, да, кто хочет дискредитировать Ольгу Евгеньевну Патракову. Да. Поэтому да, без проблем, пожалуйста. Вот. Ладно, все, сейчас я отрубаться буду, все, сейчас я сохранилась. Все, пока-пока.